Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, какими действиями, мыслями, словами вы можете привлечь беды, неудачи и проблемы в свой дом. Поэтому не стоит этого делать. И обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной и нужной информации. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной и важной информации. Также, друзья, хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Вы знаете, каждое наше действие, которое мы с вами совершаем на протяжении дня, влияет на нашу жизнь. Оно способно притягивать как положительные, так и отрицательные энергии. Вокруг нас и так много различного рода энергетических опасностей, которые могут наполнять нашу жизнь тем, что мы не хотели в ней видеть. Например, неудачи, беды, отсутствие любви и денег, окружая нас различного рода негативными энергиями, которые способны не только разрушить нашу жизнь, но и повредить энергетическое поле, а значит сделать нас подвластными еще и остальному негативу со стороны, например, посылам от недоброжелательных и завистливых людей. Но порой мы совершаем необдуманные действия, которые притягивают к нам множество проблем. А все потому, что мы с вами ленимся изучать что-то новое. Мы не желаем контролировать энергии, которые нас окружают. А также мы не задумываемся над теми знаниями, которые передались от предков, для того, чтобы от многого нас уберечь. Порой мы очень спешим жить и спешим успеть все, что запланировали в течение дня. Тратим на это много жизненных и энергетических сил, из-за чего допускаем непоправимые ошибки, а когда понимаем, что допустили, то уже теряем много времени на то, чтобы их исправить. И жизнь начинает меняться не в наилучшую сторону, а последствия этого становятся более чем ощутимы за короткий промежуток времени, так как в такой период мы сами и открываем доступ ненужным энергиям в свою жизнь, привлекаем их и приумножаем, и абсолютно ничего не делаем, чтобы это предотвратить, так как не понимаем, почему же это начало происходить и что же в действительности стало причиной. Часто мы можем с помощью своих мыслей, которые идут от души и, соответственно, концентрируются в сильный энергетический посыл, сами себя сглазить или лишить того, что больше всего боимся потерять, привлечь и то, чего больше бы всего хотели избежать. Поэтому правильное мышление очень важно. Оно способно менять нашу жизнь, и нужно стремиться к тому, чтобы оно делало это только в лучшую сторону. Когда мы совершаем что-то не то и на нас начинают сыпаться неприятности, мы не ищем проблемы в себе. Мы смотрим сразу по сторонам, ведь допустить мысль, что вред пришел самому себе от неправильных посылов, мыслей трудно осознать. А в этот период, соответственно, мы продолжаем придерживаться и совершать те же самые ошибки, что начинает даже разрушать то, что мы строили на протяжении долгого периода времени. Отбирать то, к чему мы так усердно стремились, выбрав для себя правильный путь. Поэтому, если в вашей жизни на определенном этапе что-то пошло не так, не нужно спешить с выводами. Нужно остановиться. Как вариант, заварите чашечку чая и проанализируйте, когда же это началось и что же послужило для такого действия причиной. А только затем начинайте действовать и, конечно же, ни в коем случае не паниковать, так как паника способна сбивать с истинного пути и мешать осознавать, что же на самом деле происходит. Лучше ежедневные действия также в своей жизни совершать не спеша, обдумывать каждый свой шаг, взвешивать все за и против, а только затем совершать их. Да, сначала на это может уходить много времени, пока вы настроите интуицию на то, чтобы она помогала вам быстро на все реагировать. Но для этого придется много чего изучить и много времени и сил потратить. Но благодаря этому ваша жизнь будет прекрасной и наполненной только светлыми энергиями. Очень важно, находясь в доме, совершать только правильные действия, которые помогут сохранять энергетику дома в целостности и наполнять его только нужными и сильными энергиями, не притягивать негатив и зло.
Конечно, важно периодически проводить практики, но также и очень важно вести себя правильно, не допуская оплошности, на которые многие и внимания даже не обращают. Итак, какие же ошибки мы с вами допускаем чаще всего и что не стоит делать в доме, чтобы не привлечь в себе беды и неудачи, а также не испортить энергетику своего дома? Итак, нельзя в доме свистеть, потому что такими вибрациями, которые издает свист, вы будете перекрывать в дом доступ для светлых энергий, из-за чего образуется энергетический застой, что негативно скажется не только на энергетике дома, но и на членах семьи, которые в нем живут. Так их начнут беспокоить ночные кошмары, депрессия, постоянно будут хотеться плакать, будет страшно в вечернее время передвигаться по квартире, так как в это время в дом будут попадать негатив, который быстро будет приумножаться, но и окружать тех, кто в нем живет. Также такое, казалось бы, безобидное действие разозлит и вашего домового, так как он не любит громких звуков, а вы, зная это, окажете к нему неуважение. И он вместо того, чтобы помогать вам, он начнет наоборот вредить вам. Он не будет очищать дом от негатива, а наоборот будет его завлекать. А это уже приведет к тому, что вам не захочется входить в свой дом, так как в нем вы начнете ощущать сильное недомогание, головные боли. Свист способен отпугнуть и денежную энергию, так как когда вас начнут окружать негативные энергии, для денежной энергии возле вас не останется места, ведь она любит людей, которые излучают добро, свет, а также окружены светлыми энергиями. Когда она от вас уйдет, у вас начнутся денежные проблемы и с каждым днем будут только приумножаться, что повлечет за собой и то, что те деньги, которые вы накопили, также утекут из вашего дома. Такое необдуманное действие может привести вас даже к безденежью. Если вы посвистели, вам нужно сразу ликвидировать данный негатив. Возьмите в правую руку соль и трижды постучите ней обязательно по деревянной поверхности, но только не по столу. Иначе таким образом вы выскажете сакральному месту в доме неуважение. При этом обязательно скажите такие слова: «Необдуманный поступок совершен, свист по дому раздавался, но его негативный посыл соль впитает, и он в этот момент с хорошими энергиями в один ритм войдет и в дом их привлечет». Так вы сможете не только нейтрализовать данное действие, но и привлечь нужные энергии. Но используйте это только в крайних случаях. Не стоит рисковать, ведь можно и потерпеть, чтобы не свистеть дома. Не стоит петь в доме в пасмурный день, так как вы таким образом привлечете негатив, показав данным энергиям, что вы радуетесь темноте, что вам не нужно солнце, а значит не нужны хорошие энергии, что вы можете обойтись без них, так как вам так радостно и хорошо. Данное действие разрушит ваше энергетическое поле, а светлые энергии от вас уйдут. Соответственно, вы будете излучать негатив, и все, к чему вы будете прикасаться в доме, станете ним не наделять, а он будет передаваться и другим членам семьи. Также такой день будет наполнен для вас неприятными событиями, которые заставят вас плакать, а вот петь в солнечный день наоборот нужно, так как это покажет, что вы любите солнце, что вы нуждаетесь в положительных энергиях и приумножите все хорошее, что есть вокруг вас, а энергетику жилья укрепите, ведь в момент пения вы будете излучать счастье и радость. Если вдруг вы забыли об этом и спели, нужно трижды умыться и проговорить такие слова: «Я энергии нехорошие, данным пением не привлекаю, вода помогает, этот негатив смывает». Так вы смоете быстро негатив, который привлекли, пока он не успел еще распространиться. Также нельзя сидеть на столе. Так вы показываете, что не уважаете его. Таким действием вы перекроете сильный энергетический канал, через который в дом попадает изобилие, финансовая стабильность и благополучие, что очень негативно скажется на всей семье. К столу нужно относиться со всей серьезностью, соблюдать все правила, связанные с ним, чтобы не притянуть в дом то, о чем потом придется пожалеть. Если вы или кто-то другой сел на ваш стол, нужно сразу же сменить на нем скатерть. Если на столе нет скатерти, протереть его светлой тряпочкой, после чего установить по центру стола тоненькую восковую свечу и проговорить такие слова: «Канал энергетический необдуманным действием не перекрывается. С помощью огня негатив убирается, также свеча мне помогает столу уважение оказать и изобилие в дом призвать».
Помните о том, что нельзя по столу и стучать, ругаться за ним, так как эти действия притянут в дом беды и череду проблем, которые будут накапливаться день изо дня, и избавиться от них будет практически невозможно. Очень многие допускают ошибку, когда бьют яйцо об стол. Это действие притягивает разногласия между членами семьи, уйдет любовь и взаимопонимание, а их будут сменять постоянные скандалы и упреки, что приведет даже к разводу между любящей парой. Если вдруг вы что-то из этого сделали, сразу сделайте 3 круга вокруг себя против часовой стрелки, при этом на каждый круг проговаривайте следующие слова. Негатив прочь, уходи, тебя никто не привлекал, время отмотаю, другие действия в этот период совершаю. В конце нужно будет трижды улыбнуться и проговорить следующие слова. Любовь в доме царит, взаимоуважение членов семьи окружает, улыбка положительной энергии привлекает. Нельзя есть из ножа. Этим действием вы причиняете достаточно себе сильный вред. Вы не только притягиваете в свою жизнь агрессию, сплетни, скандалы, недопонимание с окружающими людьми, но и разрезаете таким действием энергетическое поле, что позволит людям, которые желают вам зла, с легкостью на вас воздействовать. Также такое действие сделает вас ленивым, отберет у вас целеустремленность, лишит желаний и уверенности в себе, в своих действиях и в своих желаниях. Вы не сможете контролировать этот негатив, который вы будете излучать, что отразится на отношениях и с членами вашей семьи. Вы постоянно будете провоцировать скандалы, повышать голос, и вот такая вот атмосфера в доме будет заполнять его нехорошими энергиями. Если с ножа будет есть мужчина, это наделит его негативными привычками. Например, он может начать употреблять алкоголь. Если женщина будет есть с ножа, утратит свою красоту и сексуальность. Если вы будете стучать ножом о стол, вы притянете в дом измены. Негатив от данных действий ликвидировать нельзя, поэтому просто не совершайте эти действия и следите за членами семьи, чтобы потом не пришлось горько плакать и жалеть о том, что вы не придали этому значения. Не стоит накапливать в доме старые вещи, которые вы не используете на протяжении многих лет. Не стоит сохранять и те, которые вышли из моды, не подходят вам по размеру. Даже если у вас с ними связаны хорошие воспоминания, такие вещи, которые лежат в шкафах и припадают пылью, знаете, они притягивают в дом только разрушительную энергетику, что нарушает все то, чем вы стараетесь его наполнить, а также притягиваете в дом бедность. Не стоит забывать и о том, пока пространство вокруг вас занято чем-то старым, как вы бы ни старались, даже прибегая к ритуалам, вы не сможете притянуть ничего нового и хорошего. Ведь этим положительным энергиям и событиям просто некуда прийти. Им не место возле вас. Поэтому старайтесь окружать себя только всем красивым, периодически обновляйте свои вещи, так вы будете показывать нужным энергиям, что готовы их принимать. Помните о том, что нельзя считать деньги в вечернее время. Таким действием вы нарушите энергетическую связь с денежной энергией, и вместо того, чтобы приумножить имеющие сбережения, вы их просто-навсего утратите. А если будете продолжать и вовсе утратите деньги, работу, вас могут понизить в должности или уволить. Для того, чтобы все было хорошо и деньги присутствовали в вашей жизни, считайте их на рассвете и при этом проговаривайте такие слова. Деньги считаю, связь новую с ними обретаю, денежную энергию завлекаю, так как посыл уважения к ней отправляю. Когда она придет, все, что в руках моих, укрепит и приумножит. Так вы сможете установить с денежной энергией крепкую связь. Помните о том, что нельзя и купаться в ночное время, потому что таким образом вы ослабите свое энергетическое поле, вы смоете здоровье и притянете проблемы с ним. Могут активизироваться и хронические заболевания. Если помоете голову в это время, вы ослабите жизненные силы. Если вам нужно в это время искупаться, то перед тем, как это делать, бросьте левой рукой перед собой в ванну или в душевую кабинку щепотку соли. При этом скажите такие слова: «Соль все, что я могла привлечь, соберет, а я данное действие с водой совершу и вред себе этим не причиню». Но данный совет, пожалуйста, используйте только в крайних случаях, не переусердствуйте. Когда вы знаете и придерживаетесь того, о чем я сегодня вам рассказала, вы обязательно сможете уберечь себя, свою семью, а также дом от негатива.
вы уже не привлечете то, о чем потом можете сильно жалеть, переживать и думать, как от этого избавиться. Ведь лучше не допустить, соблюдая все действия и зная все правила, чем потом исправлять то, что произошло. Вы должны помнить о том, что наши предки были очень мудрыми людьми, и они очень принципиально уделяли этому особое внимание. И ваша задача на данном этапе в жизни также стараться уделять этому внимание. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал и заходите на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Друзья, хотим вас поблагодарить всех за донаты. Также в комментариях напишите: мой дом находится в изобилии и в достатке. Я привлекаю деньги в бесконечном пространстве. Истинно да будет так, и пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, друзья. И смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.